Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые! Сегодня мы с вами посмотрим, какими отношениями наградит вас судьба уже в этом году. Вы посмотрите на свою личную жизнь и поймете тот тип отношений, который будет у вас. Это могут быть как текущие старые отношения, переходящие в какую-то форму, так и абсолютно новые отношения. Гадать я буду на Таро Ференса Пинтера. У нас будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Ну, естественно, за 2 недели до Нового года знаете, что это не совсем работает. Может немножечко оттягиваться процесс, потому что все зависит от сроков, да, здесь. И просто, примерно планируйте на 3-4 месяца, в течение 3-4 месяцев, какими отношениями наградит вас судьба. Так, а кто у нас тут перевернулся? Давайте посмотрим. Тут у нас, смотрите, какая карта. 8 пентаклей, но она очень интересная. Здесь ателье, здесь шьют одежду, примеряют, вымеряют. И мое мнение, что высшие силы подали вам знак. В ближайшем будущем работа будет кипеть. И также будет в жизни творческий процесс очень сильно задействован. А также к вам идут в жизнь денежки. Денежки, заработанные именно вами. Просто так карты никогда не переворачиваются в колоде. А по одной, естественно, по одной. Итак, я выкладываю 3 позиции, 3 карты, чтобы вы могли выбрать. Выбирать можно также с помощью генератора случайных чисел. Вот смотрите, у вас 3 карты, да? И вот эта первая карта означает, какова сейчас ситуация вашей личной жизни. Ну, что там вообще, в принципе, немножко так узнаем, что происходит, да? Что происходит. Первый камушек у нас будет горный хрусталь. Второй камушек гелиотроп, зелененький. Кому не видно, что это зелененький, знайте, что это зелененький. И третий розовый кварц. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. Какими отношениями до конца года наградит вас судьба? Какой будет это тип отношений? Давайте посмотрим. Итак, я убираю последние 2 позиции. Карты Таро всегда говорят только правду. Помните о том, что никакие знаки Вселенной от карт Таро вы не можете принимать просто так. Это все равно всегда будет что-то для вас значить. Просто вы не всегда можете расшифровать так, как оно есть. Вы ожидаете чего-то другого, да? Итак, наш горный хрусталь. Первая карта – ситуация вашей личной жизни. Ну, тут у нас король пентаклей. Вот смотрите, вообще сама по себе карта показывает человека, довольно состоятельного, богатого или, занятого, так скажем, каким-то делом. Вот, и он смотрит на пентакль, то есть на материальные вещи, на материальный мир. Вот вас сейчас больше, чем ваша личная жизнь, по сути, может интересовать материальная сторона жизни. Вас может больше интересовать, как у вас сложится с работой, с финансами. Или вас интересует, например, чтобы человек, который был рядом с вами, был обеспеченным или как-то вас поддерживал в материальном смысле. Также, конечно, вам нужна точка опоры. Вы хотите, чтобы в вашей жизни был достаток, процветание, хорошая семья. И, соответственно, для женщины эта карта показывает, что у нее есть мужчина, на которого она надеется, но смотрит этот мужчина на пентакль, то есть он хочет заработать, да? А для мужчины, конечно, означает, что ему важнее сейчас материальный достаток приобрести в жизни, заработать деньги, следить за деньгами, там, да, за имуществом, чем развивать там какие-то большие бурные романы, любовные отношения. Карта, так скажем, человека, поглощенного материальным достатком, деньгами. То есть ему важно, что у него в жизни там за душой, да, останется. Давайте теперь посмотрим. А какими отношениями наградит вас судьба до конца года? Ну или в ближайшие 3-4 месяца. Тип отношений, да? Мы здесь видим 6 жезлов.
Вот шестерка жезлов, она всегда показывает отношения, ну, допустим, лидер и догоняющий. То есть это отношения, где один человек все время гонится за другим. Это получается один у нас такая звезда, да, такой лидер, такой красавчик или красавица, а второй человек пытается завоевать внимание своего объекта любви, да, и добиться его расположения. Давайте посмотрим, кто есть кто. Кто здесь вы, а кто человек, с которым вы будете в отношениях. Вот смотрите, вы десятка пентаклей, а он император. Вот в вашей жизни уже кто-то занимает, по сути, основную роль. И этот человек, скорее всего, занимает именно позицию императора-лидера. Получается, да, отношения по типу лидер и догоняющий. То есть один из вас — это тот, кто следит, там, не знаю, за домом, за хозяйством, или просто старается быть спокойным, уравновешенным человеком, а второй хочет завоевать этот мир, хочет занять трон, престол там, вот, и вы должны ему заглядывать в рот, поклоняться. Вы, ну, все время хотите, чтобы этот человек обращал на вас внимание. Вы хотите, чтобы этот человек был вами завоеван, а он пытается завоевать окружающую среду, понимаете? Получается так, что вам какое-то время до конца года от этого человека может не хватать внимания, но при этом вы будете всеми силами тянуть одеяло на себя, правильно? Вы будете идти за этим человеком и стараться сделать все для того, чтобы он вас хоть как-то заметил, правильно? Вот смотрите, карты очень интересные падают. У нас есть тип вашей связи, у нас есть вы, у нас есть этот человек. И видно, что вы оба заинтересованы друг в друге. Ведь без своей свиты наш император не император, правильно? То есть вы для него, ну как бы, последователь. Человек, который идет за ним, который все за ним, там, не знаю, там, повторяет, старается даже его иногда там мимику, интонацию повторять, потому что вы вот, ну, влюблены или будете влюблены в этого человека. То есть у вас такие отношения будут, такие вот необычные, может быть, как вам покажется, отношения. Но вы должны понимать, что по-другому здесь не получается, что у вас не выходит, допустим, там союза, где все равны. Вам можно сравнять союз, можно, но для этого нужно сначала понять, что делать, да? Вот давайте, например, совет, как вам поступать, чтобы сравнять союз. Потому что пока что вот он такой вот весь звездный император, а вы за ним должны идти. Туз мечей. Вот для того, чтобы сравнять этот союз, нужно, получается, ну, выходить из своей зоны комфорта, справляться с задачами, которые лежат перед вами в этом союзе. То есть у вас может быть очень крепкий союз, но вам нужно понимать свою цель и как вы должны себя вести, да? Вот как себя вести с таким человеком? Во-первых, нужно действительно подчеркивать его значимость. Ваша задача подчеркнуть его значимость, но не умалять свою значимость. То есть вы должны справляться с той жизнью, которая у вас есть, не прогибаясь. Вы должны по тузу мечей быть более твердым человеком. И если вы видите, вот, допустим, вы похвалили человека, значит, вы его за что-то похвалили. Его какие-то заслуги должны быть действительно настоящими. Тогда его есть за что похвалить, и вы его похвалили, да? Если вы видите, что его сейчас не за что хвалить, ну, тогда вы его и не ругаете, и не хвалите, понимаете? То есть, если он провинился перед вами и ведет себя из рук вон гадко, ну, вы тогда уже и ведете себя соответственно. То есть, что делаете? Либо уходите, если уж совсем плохо все, да, произошло. Либо вы с ним не разговариваете, или ведете себя крайне холодно, неприступно, не даете ему той ласки, понимаете? То есть у такого человека должны быть какие-то берега. Он должен понимать свои рамки и вашу какую-то
ну, зону комфорта, которую он нарушает. Вот. Ну, хорошо. Этого человека сейчас вы знаете? Туз Пентаклей. Вы должны его знать, этого человека. То есть у вас, по сути, могут завязаться или продолжиться именно вот по этому типу отношения с человеком, которого вы можете уже знать. Какие у него к вам чувства? Дьявол. Этот человек испытывает от вас зависимость любовную. То есть на самом деле в сексуальном смысле, в моральном смысле этот человек очень к вам привязан. И, соответственно, больше всего-то он не хотел бы отпускать вас и ваши отношения. Вот какие у вас к нему чувства? Ага, вот она, 8 Пентаклей, которая вначале выпала знаком. Ну, вот для вас эта любовь, она будет как шедевр, да, как будто бы вы отдаете свое сердце, свое творчество этой любви. Вот знаете, как проект какой-то, который для души, для сердца. И вы знаете, что над отношениями нужно работать. По сути, вы испытываете к человеку сильные любовные чувства. Вот, и готовы для него что-то делать, и знаете, что вот это какой-то длительный процесс. А вот у человека от вас именно зависимость и одержимость. То есть ваше какое-то поведение, особенно в его сторону, что вы как-то его превозносите или будете превозносить, вызывает в нем зависимость. Вот. Может быть, это потому, что не все так ведут себя по отношению к нему. Да? Что в итоге? Как продолжатся отношения? Ну, тут у нас рыцарь кубков, поэтому этот человек, если вы правильно себя поведете, может очень хорошо к вам относиться и проявлять чувства, проявлять любовь. Ну, конечно, на тех условиях, что он все-таки тут звездень в отношениях, да. Ну, понимаете, ну, не бывает так, что вот у всех были идеальные отношения. Бывают и такие, по такому типу. То есть лидер и последователь, да, можно так сказать. Вот, поэтому вам только здесь немножко проявить терпение. И я думаю, что проявить характер. И вы видите уже, что человек от вас зависит, поэтому тут, да, продолжение есть. И довольно неплохое, я бы сказала. То есть человек может проявлять к вам больше любви, нежности, чего раньше, кстати, не было. Вот. Или было маловато. Ну, такая первая позиция. Хорошо, мы идем с вами дальше. К позиции номер 2. Да, номер 2. Так, значит, гелиотроп у нас камень. Такой хороший камень, мне нравится. Так, знаете, чем? Тем, что у него на зеленом фоне есть красные крапинки. Ну, я не знаю, видно ли здесь сейчас. Наверное, не видно. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. Вот текущая ситуация в вашей личной жизни. Какая примерно? Какая сейчас? По ней вы ориентируетесь. Колесница. Ну, вот колесница. Во-первых, здесь у нас идет такой момент, вот в этой колоде, да, что, конечно, мощное движение. С другой же стороны, много и препятствий, да. Силы много, препятствий много, страсть большая, мощь, желание двигаться вперед. Вот что в вашей личной жизни происходит. То есть динамика какая-то, динамика, но через кочки то яма, то канава, да, как говорят. Вот. Поэтому я так считаю, что здесь взаимные чувства какие-то могут быть, страсть и развитие, но при этом целая куча каких-то проволочек, препятствий, мучений. То есть, да, есть либо враги у отношений, либо есть разные факторы, которые мешают развивать отношения по идеальному сценарию. Вот. Но, вы знаете, вот по колеснице самое главное, чтобы люди смотрели в одну сторону. Иначе они, знаете, как лебедь, щука и рак будут тянуть в разные стороны свою повозку, и она никуда не поедет. Поэтому я так могу сказать, вот по колеснице, что куда смотрит человек, с которым вы в отношениях, туда нужно смотреть и вам, чтобы отношения развивались правильно. Если же вы сейчас не в отношениях, то вы очень трудной дорогой идете в одного, и у вас есть свои цели, и вы ничего не замечаете, но при этом,
знаете, что очень трудно найти того, кто вот берет и смотрит с вами в одну эту сторону, да. То есть вам все равно придется когда-то подстроиться под кого-то, чтобы вести отношения, если вдруг у вас их сейчас нет. Хорошо, давайте посмотрим, вот какими отношениями наградит вас судьба до конца года. Вот тип отношений. Что там будет такое, да? Тип отношений. Ой, ой, ой. Влюбленные. Вы знаете, ну это самая такая карта, да, она показывает, что есть момент, когда люди типа идеальная пара. И иногда по этой карте бывают отношения как кумир и поклонник. Что такое кумир и поклонник? Это один из вас все время старается рассказать второму, как ему несказанно повезло. А второй из вас, он выражает восхищение, выражает, любовь, заботу, дает много, но ничего не получает взамен. И да, между такими людьми сначала вспыхивает очень сильная страсть. Поэтому влюбленные иногда могут отражать такой тип отношений. Но также это бывает идеальная пара. То есть, когда люди неразлучны, у них общие увлечения, стремления, там, может быть, какие-то хобби и вообще цели в жизни, и они не могут оторваться друг от друга совершенно, тогда эта пара как бы самая счастливая, да, считается. То есть у вас может вполне быть большое счастье. Хорошо. А давайте посмотрим все-таки, кто какую роль будет исполнять в отношениях. Вот вы, например, да? Какая роль у вас? Это 7 жезлов. И какая роль у того человека, с которым вы будете в отношениях? Здесь у нас 4 пентаклей. Я считаю, что все-таки это не совсем идеальная пара. Человек чувствует себя слишком большим в маленьком городе, великаном, который сейчас все растопчет. А вы чувствуете, что между вами появилось расстояние. Поэтому я бы так сказала, что вот этот человек может ощущать себя как раз-таки кумиром, а вы все это время его пытались, окружить любовью, заботой, проявить к нему какую-то инициативу, дать ему что-то, а потом вам это немножечко начинает поднадоедать. И поэтому, да, между вами есть любовь и страсть, но при этом этот человек уже выглядит немножечко и проученным к концу-то года, ближайшие 3-4 месяца. То есть вы его начинаете окунать в тот мир, в котором вы находитесь сами, и в вашу ситуацию. Вы пытаетесь поменяться с ним местами, и он чувствует себя слишком громоздким, неуклюжим, понимаете? То есть вы начинаете его самооценку немножко приплющивать. И, соответственно, между вами как бы и чувства есть взаимные, да, но вы начинаете показывать зубы. Почему я все время даю тебе что-то, а ты мне не отвечаешь? Потому что у вас отношения, скорее всего, по типу все-таки не идеальные отношения, а кумир и поклонник. И этот человек привык, что вы ему как-то поклоняетесь, да? Как-то вы с ним, должны, считаться постоянно. Что вам делать в этой ситуации? Ага, 7 мечей. Вы знаете, побольше скрывать. Вот вы как будто бы перед этим человеком сначала, пытаясь построить идеальные отношения, да, выворачиваетесь наизнанку. И получается, что когда вы с этим человеком, постоянно как бы вкладываете в него, считаетесь, стараетесь для него, да, то постепенно вы растрачиваете себя и слишком много делились, слишком много показывали там своих каких-то чувств и поняли, а зачем я это делаю, да? И вот ваш совет, 7 мечей, побольше молчать, побольше скрывать и не показывать всех своих чувств и эмоций, которые у вас есть к этому человеку. Может быть, данному кумиру пора осознать вашу ценность и понять, что без кумира, без поклонника он не звезда, да? Что кумир может быть только когда
есть кто-то, кто поклоняется ему. Но если никто не поклоняется, то он уже и ничей не кумир. Вот как-то слишком он зазвездился, да? Выходит так, что вы должны скрывать свои все чувства, свои все какие-то лишние эмоции к нему и побольше наблюдать за ним, да? Понаблюдайте молча. Вы поймете о нем гораздо больше, да? Вот что этот человек будет к вам чувствовать? Ага, императрица. А что будете к нему чувствовать вы? Суд. Вот видите, карты говорят, что вы можете поменяться местами в итоге. Потому что вы начинаете ему предъявлять, показывать, что я хочу тоже энергии, я хочу тоже вложения твоих сил. И он становится заботливой императрицей. Он может вас выслушать и может сделать для вас что-то очень теплое и хорошее. Поэтому чувства у него будут самые светлые к вам. Любовные чувства, серьезные чувства и желание с вами быть как будто бы семьей. А у вас к нему суд. Вы его немножко так будете осуждать. Но в то же время любить и знать, что это кармические отношения, судьбоносные отношения. Отношения, в которых люди все-таки должны быть. То есть вы еще не отпускаете никак этого человека. Вы можете его пропесочить, но вы его еще не отпускаете от себя, правильно же? Давайте посмотрим, все-таки проверим, знакомы ли вы сейчас с этим человеком, с которым вы будете в отношениях. Девятка жезлов. Девятка жезлов, она показывает, что вы можете быть даже не знакомы с этим человеком. То есть вся эта история может разворачиваться просто в ближайшие 3-4 месяца. Сначала все начинается, да, с того, что вы идеальная пара, потом вы начинаете понимать, что он кумир, а вы его поклонник, и вам это потом надоедает, и вы его пропесочиваете. Либо по девятке жезлов сейчас вы от этого человека, зная его, немножечко уже начали ограждаться. И чуть-чуть так, может, даже подобижаться на него. Вот либо вы его знаете, но ограждаетесь от него, либо вы его и не знаете, а только еще узнаете. Так, хорошо, давайте посмотрим будущее этих отношений. Куда же они пойдут? Семерка. Семерка чего? Жезлов? Ну, смотрите, ой, пентакли, извиняюсь, неправильно сказала. Смотрите, карта показывает, меня палки смутили. Карта показывает, что эти отношения, по сути, медленно, но верно, могут развиваться. Сначала они будут вот как будто бы несколько притихшими и рутинными, и чуть-чуть даже скучноватыми из-за того, что человек не будет, ну, какое-то время приходить в себя, пытаться там, да, как-то вырулить, но что-то не получается. Он же не привык за кем-то ухаживать, да, или там проявлять кому-то нормальную инициативу. То есть ему будет сложно развиваться. И, соответственно, отношения могут идти очень медленно вперед, но все-таки вперед. И да, они будут какое-то время суховатыми, рутинными, бытовыми, но потом все-таки, возможно, освежит эти отношения поездка совместная. Поэтому знайте, что развитие они все равно могут получить. Просто вы как будто бы получите результат от своих прошлых энерговложений. Вот так. Ну, вот такая позиция номер 2. В принципе, она мне понравилась. Неплохая позиция. Просто нужно правильно себя вести. То есть не все всегда сразу же всем рассказывать и показывать. Так, хорошо, идем дальше. К позиции номер 3. Позиция номер 3. Наш розовый кварц. И вот какими отношениями до конца года наградит вас судьба? Давайте посмотрим. Здесь у нас первая карта. Это что у вас сейчас в личной жизни? Это у нас королева мечей. Ну, кто такая королева мечей? У нее ворон есть, она там вся такая вот сидит. Она похожа либо на лесную ведьму, либо на одинокую женщину. Поэтому тут могут быть, ну, не отношения, а их отсутствие, например, что вы человек, который сейчас не в отношениях. Есть другой вариант для мужчин, что они в отношениях, но с очень такой своеобразной, характерной женщиной, у которой жестковатый характер.
И третий вариант, карта может показывать отношения очень разных людей. То есть они как бы и есть, но такие сложные, и вы такие разные, как человек и ворон, да, вот они вот вроде бы сочетаемы, но очень разные. И, конечно, это наиболее такие сложные сейчас отношения, в них какая-то есть проблема, которую не так-то просто решить и не так-то просто договориться друг с другом. Поэтому либо это сейчас проблемные отношения, да, какие-то вот такие чуть-чуть, может быть, холодноватые, либо их, ну, просто у вас нет. Ну и для мужчины, да, опять же, жестковатые, холодноватые отношения с женщиной, которая является королевой мечей. Хорошо, давайте посмотрим вот до конца года на картах Таро, какими отношениями наградит вас судьба. Какой это будет тип отношений? Вот. Ну, тут тройка кубков показывается. Тип отношений, да, вот опять же, они какие-то светские. Вот с одной-то стороны. То есть тут карта, она показывает, ну, людей, которые могут частично выносить свои отношения, ну, на суд общества, вот так, наверное. То есть отношения, которые явно все обсуждают, понимаете? Светские. Все их обсуждают. Почему обсуждают отношения другие люди? Во-первых, потому что вы их кому-то показываете. Ну, там, вместе вышли в друзья, сходили на день рождения к родственникам. То есть вы их показываете, правильно? А также, ну, почему их обсуждают? Потому что вы перед всеми этими людьми что-то еще показываете. Например, начинаете, как кошка с собакой, ссориться или, наоборот, там, выражать лобызание. То есть это всех шокирует, и они начинают сплетничать. То есть в любом случае это отношения, о которых все говорят, сплетничают, да. Это отношения из ряда вон, мол, выходящие какие-то. И, конечно, очень эмоциональные. Давайте посмотрим, кто из вас какую роль будет играть в этих отношениях, потому что явно у вас с кем-то какие-то есть, да, будут, ну, до конца года будут. Ну, какие, с кем? Давайте сейчас как-то разбирать, да, роли. Вот ваша роль. Это королева жезлов. Вот я такая дама. Я такая вся красавица, да? Роковая женщина. И просто вот симпатяшка. У меня харизматичная дама, привлекательная. Так, а там кто? Ваш партнер там или партнерша? Тройка мечей. Я грустный мужчина. Этого мужчину, мол, когда-то обидели. То есть, ну, кто обидел, сейчас скажу. Могли вы обидеть в прошлом. Вот он такой обиженка. А вы такая прям, ух, какая королева. А может быть, другой вариант. Он в разводе. Его много раз предали. Он попал там в сети обманщицы. Вот. А если вы мужчина, получается, вы меняетесь ролями. Вы исполняете в отношениях роль женщины, много говорите, да, ведете себя как-то странно. А она роль обиженного мужчины, который совершенно не хотел выполнять роль мужчины. Она же женщина, она не хотела выполнять мужскую роль и обижается из-за этого. Вот понимаете, неравные какие-то вещи такие, получается, поменялись ролями. Вот бывает такое, что мужчина и женщина в отношениях берут и меняются ролями, на что женщина всегда очень сильно обижается. Ей приходится командовать, но она обижена. Мужчина при этом жеманничает, да? А если вы здесь женщина, а здесь мужчина, ну, получается, что вы выполняете роль роковой красотки, а он много раз предаваемого в прошлом мужика, который сейчас боится доверять в этих отношениях. Соответственно, на людях что вы можете делать? То лобызаться, там, не знаю, на улице, да, у входа в какой-нибудь бассейн, то, с другой стороны, кидаться друг друга тарелками прямо на светском ужине, да? Ладно. Какой совет вам дадут карты, как себя вести-то в этих отношениях? Вы прям, у вас страсть дикая, понимаете? Бушует эмоции, энергия. Так, 6 пентаклей. Как себя вести? Ну, по крайней мере, нужно понять, что каждый из вас должен поровну в
вкладываться в эти отношения. То есть, во-первых, нужно быть поспокойнее, как-то поспокойнее. Во-вторых, выработать все-таки доверие к партнеру. Вот здесь дама пытается что-то подарить мальчику. Мальчик явно даме это и не доверяет. И вам нужно сделать так, чтобы какие-то ваши презенты, подарки, там, ваше внимание все-таки вызывали в человеке доверие. И постараться, может быть, что-то проявить такое искреннее, душевное, а не наигранное. Вот. Ну и попытаться вкладывать ровно столько в отношения, сколько вкладывает этот человек. То есть, если вы женщина, а он мужчина, и он вам еще ничего не дарил, ну, наверное, первое начинать все-таки не стоит. Иначе вы всю жизнь себя за это будете корить. А если он такой обиженный, весь преданный в прошлом и страдалец, ну, это его как бы проблемы сугубо личные, понимаете? Так, ну какие у вас... давайте так, знакомы ли вы сейчас с этим человеком, да? Знакомы ли вы с ним вообще, в принципе? Паш мечей. Но у вас есть с ним, скорее всего, уже связь какая-то, или отдаленное знакомство, или даже пусть близкое, но вы в ссоре, да? Или отдаленное знакомство, но вы считаете этого пока человека не совсем своего или круга, или не доверяете ему сами на сегодняшний день, или не рассматриваете до конца-то для отношений. То есть, в принципе-то вы можете быть знакомы. Но вот либо вы были в отношениях, но вы уже на него обиделись, и потом будет дальше это как-то развиваться, либо вы еще и не были, но вы его и не рассматривали, но знаете, что он будет к вам чувствовать. 5 пентаклей. А он вот, видите, вот тут как есть обиженка, так и есть. 5 пентаклей — это такая брошенность. Вот не знаю даже, как объяснить. Вот он постоянно, мол, вот я чувствую связь, там, да, я испытываю желание даже защитить, но я такой вот весь вот несчастный, там, бедный, мне не хватает там средств или еще что-то. И вот он начинает немножко так вести себя, опять же, как в роли жертвы себя ставит, хотя на самом деле он вовсе не жертва. И, соответственно, с таким человеком нужно постоянно держать ухо востро. То есть командовать им, он хочет, чтобы им командовали, но чтобы ему сказали, что делать. Но это для вас ущемление, понимаете? И вот у него чувство привязанности есть по 5 пентаклей, но при этом он все время себя что-то как бы так пытается выстроить такое, что вот он как, бедненький какой-то. Ну, давайте посмотрим, а вы какие чувства будете к нему испытывать. Звезда. Но все-таки вот как-то вы все равно и понимаете, что вы лучше его, и что он должен бы вами восхищаться. Вот. И с другой стороны, в чем-то вы испытывать будете большие надежды. То есть у вас к нему любовная привязанность-то будет, как и у него к вам. Но он свои роли вот эти, понимаете, роль такого бедненького, а вы роль как раз-таки нашей харизматичной звезды исполняете. И надежды на то, что вот что-то в нем исправится, может быть, в будущем. Ну, давайте посмотрим, куда все-таки зайдут-то эти отношения. Исправится в нем что-то или нет? Сила. Вот видите, постепенно вы можете друг друга приручить. То есть сначала все выглядит не так, как это будет в будущем. То есть вы можете друг друга приручить и быть все-таки вместе. Но, конечно, вас будет очень бесить такой характер. И вы будете на людях выяснять отношения. Друг с другом спорить постоянно. То есть вы ему предъявлять будете за то, что вот он повел себя как-то опять не так. Он при этом будет отбрыкиваться и говорить, что нет, вот я такой, какой я есть, я меняться вообще не собираюсь. Вот понимаете как? Ну и, соответственно, вам будет с ним как-то вот не очень легко, но постепенно вы можете друг с другом быть очень сочетаемы. То есть сила говорит о постепенном слиянии друг с другом и приручении друг друга. Просто нужно вот эти механизмы все как-то распознать внутри каждого из вас, да, и понять, вот где нажимать рычажок. Потому что сначала этот человек вот такой, какой он здесь показан, и с ним, конечно, сложновато. Ну, вот такие у нас были 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!